Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас речь пойдет про робот-пылесос от компании PremBot. Робот-пылесос PremBot P3. Робот-пылесос PremBot P3 оснащен системой навигации как по камере, так и по гироскопу. Кроме этого, обладает не только возможностями убирать пыль и всякий прочий мусор, а одновременно мыть пол. Для этого в комплекте находится достаточно интересный контейнер 2 в 1 для воды и пыли. Но при этом девайс у нас умный и без проблем может подключаться к системе умного доя TUE Smart. Давайте более детально рассмотрим эту новинку. Поставляется робот-пылесос вот в такой вот коробке. Внутри еще одна коробка без каких-то либо опознавательных знаков. Запаковано все достаточно надежно. Переживать при заказе за транспортировку не стоит. Даже краткую инструкцию по работе пылесоса и то положили под картонную защиту. В инструкции мы можем узнать, как подключать пылесос к экосистеме TUE и как подключать бак для воды. Но в целом ничего полезного. В отдельной нише находится пульт для управления роботом-пылесосом. Тут можно не только запускать и направлять его, но также выбрать различные режимы работы робота. Регулировать скорость всасывания, напор, подачи воды. Питается пульт от двух батареек типа 3А, мини-пальчиковые. В отдельной нише находится пластиковый ножик для срезания волос с центральной щетки. И рядом расположились две боковые щетки. Желтая правая, белая левая. В отдельной коробке находится универсальный моющий контейнер 2 в 1. То есть пылесос продолжает всасывать пыль и моет пол одновременно. Микрофибровая тряпочка уже приклеена к основанию нашего контейнера. Тряпка довольно плотная. Плотнее, чем на пылесосе Xiaomi или iLife. Для более надежной фиксации тряпки на контейнере на ее боковинках пришили резиночки. Подача воды проходит через два отверстия, расположенных по центру, по бокам, вернее, нашего контейнера. В верхней части под резиновой заглушкой находится отверстие для заливки воды. Объем заливаемой воды составляет 240 мл. По центру находится небольшой фильтр пылесоса. Он состоит из 3 частей. Небольшой сетки, небольшой кусочек поролона и HEPA-фильтр. Все это можно мыть, но перед повторным использованием надо хорошенько все высушить. Для предотвращения выпадения мусора внутри бака установлена пластиковая шторка. В нижней части у нас находится сам робот-пылесос, док-станция, блок питания. А вот док-станцию продумали все, как я люблю. В верхней части углубление для пульта дистанционного управления. Тут же светодиод индикации работы. На задней части ниша для хранения провода питания. Ведь зачастую он всегда остается и приходится думать, куда его девать, чтобы робот не путался. Также в нижней части антискользящие ножички и наклейка с характеристиками вольтажа и мощности. Контактные площадки для зарядки робота полукругленные и подпружинены. Блок питания достаточно небольшой, длина кабеля 1,5 метра. Выдает он 19 вольт и 0,6 ампер тока. Сам робот-пылесос стандартная и уже привычная шайба. На верхней части расположилась камера для ориентации по изображению, кнопка запуска и приустановки работы. И кнопка отправки робота на подзарядку. И индикатор работы Wi-Fi сети. Корпус глянцевый. Отпечатки пальцев очень хорошо собирает. Да, лазерного лидара у робота нет. Основными его сенсорами при работе является камера верхней части с углом обзора в 100 градусов и встроенный гироскоп, благодаря которому робот имеет более точное сканирование, определение планировки помещения и более эффективное планирование уборки. В передней части у нас расположился бампер. И там же спрятан несколько эко-светодиодов определения препятствий. Для защиты от царапин на передней части наклеена плотная резинка. На правой грани расположилась оригинальная кнопка включения-выключения. Тут же динамик голосовых подсказок робота. На левой грани решетка выдува воздуха. Робот-пылесос имеет бесщеточный двигатель и максимальную силу всасывания 2300 паскаль. В задней части расположился отсек для сбора мусора с объемом 580 мл. Чтобы его вытащить, необходимо нажать на оранжевую кнопку и вытянуть отсек для мусора на себя. В целом стандартный большой отсек для пыли и мусора. Но правда в нижней его части снабдили небольшим колесиком. Видимо, чтобы для проезда препятствий около 2 см робот не застревал и не цеплял пол своим баком. В верхней части наклейки по очистке нашего бака. При нажатии на небольшую кнопку
открываем мусоросборник для очистки. Также при необходимости можем сполоснуть фильтра. И как в случае с контейнером для мойки 3 штуки. Правда уже большего размера. Сетка для предварительной фильтрации. Поролоновая вставка для мелких частиц пыли. И HEPA-фильтр для окончательной фильтрации аллергенов и прочей пыльцы. Для предотвращения случайного выпадения мусора не забыли здесь про небольшую пластиковую шторку. Перевернув робот-пылесос, мы видим основную центральную щетку и места для крепления 2 боковых щеток. Шасси робота прорезиненное и имеет своеобразную внедорожную структуру. Преодолевать сложные участки должен без проблем. Кроме этого, судя по клиренсу, 2-сантиметровые пороги ему будут действительно нипочем. Основным чистящим элементом у нас является центральная щетка. Вытащить ее не составляет труда. Просто отжимаем 2 защелки, и щетка у нас в руках. Структура щетки напоминает сиамишную, когда в одной щетке совмещена ворсистая и резиновая часть, что позволяет достигать в целом отличных результатов при уборке. Подвес щетки имеет небольшой ход. Значит, при работе на ковре проблем быть не должно. Судя по наклейке, в роботе установлен аккумулятор емкостью 2600 мАч. Общая мощность составляет 32 Вт. Обычная сборка из 4 литий-ионных элементов. Питание 18650. По моему опыту, подобной емкости будет хватать примерно на 90 минут работы. После чего робот-пылесос поедет на базу для подзарядки. Кстати, этот робот-пылесос помнит расположение базы и то место, где он закончил уборки. После заряда аккумулятора он вернется и все, что не убрал, доуберет. Центральное колесико вращается. Также следите, чтобы на него не наматывалось слишком много волос. Особенно если дома есть животные или супруга с длинными волосами. Для предотвращения падения с высоты на передней полусфере расположились 3 датчика высоты. Также они могут определить заезд робота-пылесоса на ковер и при этом дают команду мозгам робота увеличить силу всасывания. Боковые щетки достаточно легко надеваются на посадочные места. Но не стоит их путать, правую с левой, так как угол наклона щеток отличается. Работать они, если их перепутать, будет уже не так эффективно. После включения раздается приятная мелодия и загорается кнопка старта и паузы работы. Если на нее нажать, то робот-пылесос озвучит, что он поехал убираться. Также, если на нее нажать еще раз, робот-пылесос приостановит свою работу, о чем сообщит нам на английском языке. То же самое касается при нажатии на кнопку на базу. Робот сразу же устремляется. Робот же сразу устремляется искать базу, не забыв сообщить нам при этом голосом. Также любую ошибку, как, например, колеса в воздухе, робот сообщает нам. Управлять роботом-пылесосом мы можем не только с корпусов, нажав на соответствующую кнопку «Старт-пауза» или отправив его домой. Также с пульта управления, выбрав нам необходимый режим, но также со смартфона. Причем мы можем находиться даже на другом континенте. Главное, чтобы ваш смартфон и робот-пылесос имели выход в сеть интернет. Давайте сейчас это и рассмотрим. Что же наш робот-пылесос может делать в умном доме на базе экосистемы TUI? Переводим его в режим сопряжения с Wi-Fi роутером. Для этого более 5 секунд удерживаем кнопку с домиком, пока значок Wi-Fi не начнет мигать и робот не сообщит нам голосом об этом. Индикатор сети Wi-Fi начнет при этом быстро моргать. На смартфоне открываем приложение TUI Smart и добавляем его. Добавить можно быстро и просто, как Wi-Fi розетку. Но у меня нашло сразу, после открытия приложения TUI Smart. Все, что нам надо выбрать, это 2.4 Wi-Fi Гигагерц сеть и ввести пароль от нее. Робот-пылесос успешно добавлен. При этом на верхней части нашего робота значок Wi-Fi теперь активен и горит постоянно. Из главного меню ничего не получится сделать. Надо переходить внутрь плагина. Тут уже картина у нас более интереснее. Мы видим статус устройства. В данный момент оно на паузе, на зарядке. Сколько квадратных метров робот убрал и сколько при этом затратил времени. И сколько сейчас у него осталось процентов в аккумуляторе. Ниже основная кнопка запуска или приостановки работы. Левее кнопка простроенной карты, а правее кнопка отправки робота на зарядку. Внизу находятся кнопки выборов режимов очистки. Автоматическая очистка, очистка по периметру, по спирали или ручная с помощью пульта. При выборе ручного режима экран смартфона станет пультом управления нашим роботом. Но основная главная работа нашего робота-пылесоса заключается в ежедневной уборке. Тогда и только тогда будет дома все чисто и свежо. Переходим в режим расписания и добавляем таймер. Можно отдельно создать для будней, можно и для выходных. При нажатии на кнопку
больше попадаем в меню настройки робота. Меню контакт. Установка силы всасывания. Получение средней. Я рекомендую максимальный. High section. Он же Strong. Также можно посмотреть журнал работы уборки и найти робота. I'm here. После замены щеток или фильтров сбросить срок службы на 100%. Включить или выключить беззвучный режим, а также установить режим подачи воды минимальный, средний или большой. Так как это у нас умный робот-пылесос, попробуем создать автоматизацию, отличную от банального таймера. Например, если вас нет дома. Для этого переходим во вкладку автоматизации и создаем новую автоматизацию, где укажем при изменении статуса устройства и выбираем любой датчик движения. И в нем движение. И теперь выбираем, что если не выбрано, не было движения 30 минут, то запустить робота. Но полный день нам не подойдет. Выставим срок действия, допустим, с 10 до 17 часов. Для выходных можем установить свой график при необходимости. Добавим наш робот-пылесос. В автоматизацию пробрасываются такие вот функции, как начать или завершить уборку, выбор режима уборки, установить интенсивность подачи воды и включать или выключать бесшумный режим работы. Мы выбираем Cleaning Switch On и сохраняем нашу автоматизацию. Для добавления пылесоса я буду пользоваться интеграцией TUI. Данные с устройства передаются с серверов TUI. Переходим в конфигурацию устройства и службы и перезапускаем нашу интеграцию TUI для поиска новых устройств. После этого клацаем на устройство и, как здесь мы видим, у нас появился наш пылесос Smart Robot C100. Перейдя внутрь устройства, мы можем его или переименовать, или создать какие-то сценарии или скрипты выполнения. В управлении доступен текущий статус устройства, который будет изменяться в зависимости от активности гаджета. В сенсорах общая площадь уборки, время работы и срок жизни фильтра и щеток. Из меню настроек мы можем сбросить срок службы работы фильтров, а также отправить робот-пылесос на уборку по нужному нам режиму. На главном экране это будет выглядеть вот так. Давайте посмотрим, действительно ли робот умный. Я запущу для уборки и ускорю это видео в 3 раза. Это не полноценный тест уборки. Полноценный тест уборки будет в следующих видео. Это просто обзор возможностей робота. Automatic cleaning. Indoor environment recognized successfully. В целом, насколько можно судить, комнату он убрал. Сделан, конечно, немножко своеобразно, но в то же время, видите, полностью заполнив всю карту, где он побывал. 2 раза он по одному месту не проезжал. Он сначала сделал зигзагообразные движения, разделив комнату на свои какие-то визуальные части.
И потом под конец уже прошелся по всему периметру. Так что действительно робот движется не хаотично, а по четкому плану уборки, не проезжая одно и то же место несколько раз. Базу свою он точно так же нашел без проблем, хотя я поставил ее в довольно заковыристом месте. Но еще раз повторюсь, полноценный тест уборки в следующих видео. В целом, за свои деньги получилось довольно интересное устройство. Меня особенно порадовало наличие двойного контейнера для мытья пола и сбора пыли. Ведь в основном в бюджетных роботах-пылесосах надо было или сменить контейнер с сухой на влажную уборку, либо ограничиться смоченной тряпочкой в нижней части, которая хоть и протирает пол, но делает это менее эффективно, чем непосредственная подача воды на нее. Наличие Wi-Fi, подключение и построение карты тоже несомненный плюс и необходимость в наших реалиях. Интеграция с различными датчиками устройства умного дома позволит сделать автоматизацию работы робота, когда, например, никого не будет дома. Но самое главное, это тест уборки, который будет в следующих моих видео. Поэтому рекомендую подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Новое видео будет про то, как убирает робот-пылесос PremBot P3. Также не забывайте про группы в социальных сетях ВКонтакте и Facebook, ну а также про телеграм-канал, где вы сможете найти не только скидки и купоны для умного и не очень дома, а также интересные новинки и ответы на ваши вопросы. Всем всего хорошего. Пока-пока.